Так, это снова Илья. В этом видео хотел бы поговорить о том, что значит бросить вредные привычки, да. Собственно, довольно часто вижу и слышу о том, как люди говорят о том, что они бросили пить или курить. При этом они ссылаются на некий срок, прошедший с момента прекращения этих вредных привычек. Конечно же, это очень хорошо, то, что люди бросают эти вредные привычки, но я бы уделил особое внимание не факту бросания, а тому, что происходит с человеком, когда он бросил эту вредную привычку или привычки. Вообще, почему он ссылается на продолжительность срока, прошедшего с момента бросания? Ведь если для тебя, допустим, что-либо не имеет значения, значит это просто ты не делаешь это и даже не думаешь об этом. Но бросившие почему-то ссылаются именно на срок неупотребления и на результаты, к которым это бросание привело. Значит, все-таки для бросивших имеет значение сам акт бросания, а не то состояние, при котором требуется изменение состояния собственного сознания. Ведь именно для изменения состояния своего сознания человек пьет. В результате употребления алкоголя у них возникает чувство, вернее, иллюзия того, что все проблемы исчезают, и жизнь воспринимается гораздо легче. Но в итоге, когда человек протрезвляется, для него открывается картина, где вал проблемы лишь увеличился, причем увеличился кратно. То есть алкоголь создает иллюзию избавления от проблем, но не решает их, как кажется алкоголику. Собственно, сам факт бросания вредной привычки – это хорошо, но еще более важно понимание того, что побуждает прибегать к вредным привычкам, в частности, пить алкоголь. Ведь если человек пил, то это означает, что этому была какая-то причина. И, как мне видится, понимание этой причины было бы очень полезным для бросающего или бросившего. Ведь надо понимать, что не пить и не испытывать, допустим, потребности в употреблении алкоголя, это могут быть разные вещи. То есть человек может не пить, но при этом испытывать потребность выпить, да? Вообще надо разобраться в том, как культура создает представление у человека о норме или отклонении от нее. На примере того же самого алкоголизма. Я сужу лишь с точки зрения исследователя этой темы, так как лично мне алкоголь безразличен. И я не испытываю потребности в том, чтобы изменять состояние своего сознания. Есть такие понятия, как пьющий и не пьющий. Да, вот надо остановиться на них и изучить их поподробнее, потому что это очень важно, на мой взгляд. Хотя, например, мне кажется, что эти понятия как бы неявно уравнивают человека, который пьет, и человека, который не пьет. Ведь эти понятия были бы справедливы, если бы и пьющий, и не пьющий испытывали бы потребность в алкоголе в одинаковой степени. Но к чему, например, меня называть не пьющим, если я даже не думаю об алкоголе и не нуждаюсь в том, чтобы мое сознание было бы изменено при помощи него? А ведь это именно та причина, по которой люди пьют. В моем понимании пьющий человек, равно как и человек, принимающий другие виды наркотических веществ, в первую очередь больной человек.
И уравнивать его с теми, у кого в принципе нет такой потребности, это как минимум нелепо. Хотя как раз-таки это уравнивание и является манипуляцией со стороны общественной системы. Дескать, да это трезвенник. То есть, как мы видим, не пить не равно не испытывать потребность в алкоголе. Вернее, не всегда не пить означает не испытывать потребность в алкоголе. С позиции общественной системы выгодно создать в голове человека отношение к алкоголю как к некой норме, будто бы есть безопасные дозы. Как вы думаете, для чего, к примеру, нужно безалкогольное в кавычках пиво, да? Да потому что общественная система охотится в том числе и на ваших детей, потому как ей нужно подсадить их на эту алкогольную субстанцию. Если бы я вам сказал, что алкоголь – это нейротоксин, убивающий нейроны, и после моих слов вы бы продолжили пить, вы бы посчитали себя нормальным человеком после всего этого? Ну, если вы в алкогольном опьянении, скорее всего, нет, да, потому что пьяному человеку не до этого. Само понятие безалкогольное пиво абсурдно, потому как оно производится алкогольными компаниями для того, чтобы подсадить как раз-таки на пиво алкогольное. Ведь вы же не пьете алкоголь просто как воду, потому как вода является физиологической потребностью человека. Но алкоголь – это потребность, мягко скажем, приобретенная. Она не является физиологической потребностью, за исключением случаев, когда человек пьет очень давно, и алкоголь встроился в обмен веществ его организма.